Всем здоров, с вами Бигдон. И да, это та самая игра, которую я обновляю раз в... Наконец-то я обновил игру. Об этом вы могли узнать, наверное, недели 2 или больше назад. Я не знаю, когда я видео выпущу. Короче, версия вышла где-то в конце июня. Не считая дополнительных багфиксов. Там еще, кстати, сохранения полетели из-за использования констракта 3, а не 2. Об этом вы могли еще узнать из Discord сервера, ссылка на который есть в описании. Перейдем к сути. В игре были добавлены новые уровни, враги, препятствия, механики, музыка, новый слайм, переработан босс и другое. Начнем с менюшек и потратил на них чуть ли не больше половины времени. В план меню объекты на заднем плане двигаются с разной скоростью, делая некий эффект параллакса. В титрах появился новый музыкант. Это Дамьян Терес. Сейчас он состоит со мной в Разнотив и пишет музыку для моих игр. Пока что это были только музыка для No Back One Hit, а также 2 саундтрека для уровней. И босс Клевера. Также теперь вместо кнопки для перехода на мертвую группу ВК стоит кнопка поддержки на Donation Alerts, ссылка на которую есть также в описании. В настройках теперь можно контролировать громкость звука. Хоть на ПК и появилась кнопка настройки управления, но она пока не работает. На телефоне же теперь можно изменять размер кнопок и джойстика. В меню выбора уровня все было переставлено. Доп-инфа о выбранном уровне теперь находится не в отдельном меню, а над уровнями. Название уровня написано на месте старых кнопок. Под названием же теперь написано проведенное время на всех уровнях за все время. К доп-инфе добавлено общее время, проведенное на уровне. Справа появилась кнопка для того, чтобы увидеть больше уровней. Ее можно будет использовать, когда вы пройдете все уровни, находящиеся на экране. Меню слаймов полностью переработано. Вместо системы выбора слота и слайма теперь действует система скроллинга карт определенного слота. Номер слота написан на самих картах. Номер уровня теперь написан сверху. Рекомендуемые слаймы изображены либо снизу, либо под номером уровня, в зависимости от соотношения сторон экрана. На уровнях появились вентиляторы, которые могут поднимать воздух слайма и коробки. С помощью вентиляторов можно либо летать, либо же быстрее передвигаться по уровню. Кстати, это была идея одного из подписчиков, которого он написал еще чуть ли не в прошлом году. Если у вас есть идеи, то вы можете тоже их написать в комментариях. Также появился совершенно новый слайм. Выглядит он как уменьшенная версия слайма из Changed. Слайм белого цвета с выпуклостями на башке, напоминающий уши. Глаза у него закрыты, откроются только в момент либо атаки, либо оглушения. Также он часть невосприимчив ко взрыву. У него есть заряжающаяся катана. Почему она заряжающаяся? Условность для кулдауна такая. Можешь в принципе думать, что если тяжелый, чтобы можно было понятно зарядить его. Почему делать становится? Кажется, слэм передвигает меч, если он такой тяжелый. Для этого есть ножны, которые как раз и заряжают меч. У катаны максимально может быть 6 зарядов. Минимум 0. С помощью катаны он может разрушать коробки, турелей, хоть статичных, хоть передвигающихся, а также ботов-ближников. Боты-ближники, которых я просто называю М-ботами от Милибот, это жестянки, выглядящие как бочки с экраном. У них есть руки-заточки, с помощью которых они могут атаковать и разбивать деревянные ящики. Также им пофиг на двери, также закрыть его не получится. По экрану можно понять, что он вас заметил, атакует, бездействует, оглушен или скоро умрет. Он отражает любые пули, даже если оглушен. С помощью этого на одном из уровней можно поиграть с ним с помощью пули. Атаковать его можно только с помощью ближнего боя. Если его ударить по его штыкам, то его это оглушит, так же как и вас, из чего вы отлетите назад. Из оглушения довольно легко выйти, поменяв способность и успеть реагировать. Пока он оглушен, его можно атаковать, из-за чего он может уже выйти из оглушения. У него есть несколько видов атак. Удар сверху, когда он замахивается и бьет вниз. Удар снизу, когда он замахивается и бьет вверх.
Удар прямо, когда он сначала дает пощечину, после чего делает удар вниз. И самый смертоносный — вертолет. Прием раскручивается и на всей скорости летит к вам. Чаще всего он так делает, если вы слишком далеко. У слайма же тоже есть несколько видов атаки, идущих по порядку. Первая атака — это удар вперед. Во время него слайм идет немного вперед и атакует. Вторая же атака — это атака вверх. Если подождать немного перед первой атакой и сделать вторую, то слайм полетит вверх выше, чем если сделать двойной прыжок. Третья атака — удар вниз, с помощью которой можно быстро опуститься. Так как у катана может быть 5 зарядов, то с помощью этого можно пролететь довольно большое расстояние. Вместе с использованием слайма с двойным прыжком можно полететь еще чуть дальше. Обратно к бою. Когда у него полное здоровье, то есть 3 хп, то он выглядит нормально. Когда же уже 2, то из него идут искры. При одном хп из него повалится дым. Когда же у него здоровье не останется вовсе, то он пойдет ко дну, крутясь, высвечивая экран смерти. Коснувшись земли, тут же взорвется. С ним лучше бороться в месте, где есть много платформ и пространства, чтобы от них можно было убегать. Еще хотелось бы, чтобы вы подписались на канал, так вы не пропустите новые обновы и игры. В игре также появился новый вид кнопок, специально для катаны. Активируется, как ни странно, от касания катаны. Ко всему этому были еще добавлены и пилы, из-за чего все начинает походить на какой-то супер медбой с чекпоинтами. Пилы могут быть как большими, так и маленькими, как статичными, так и движущимися. Пилы действуют так же, как и шипы, убивают тебя. Были добавлены 6 новых уровней. На 23 уровне это испытаешь на себя вентиляторы. На 24 уровне есть дохрена коробок на воде, с помощью которых тебе надо будет добраться до конца уровня. Также там обыгрываются вентиляторы, двигающие коробки. Еще ты можешь получить слайм с катаной. На 25 уровне ты учишься использовать слайма и впервые встречаешь эмботов. На 26 нужно парить с помощью катаны. На 27 появляются пилы. На 28 же уровне есть и пилы, и летающие челы. Из небольших изменений вместо бумажек ты собираешь печеньки. Мне нужно было заменить чем-то бумажки, так как собирать их не имело смысла для слайма. Я встретил новость об одноклеточном организме, который может решать задачи по поиску пути с помощью еды. Слезовик вида Фиссаром полицефалу... Короче, вы так видите, что она делает. Босс-файт с клевером изменился. Теперь там нет нычки, с помощью которой раньше можно было избежать атаки шипами. При атаке турелями подсвечиваются лазерами пути пуль. При появлении воды спавнится тилька для использования разных слаймов под водой, чтобы была возможность стрелять. Игра есть по ссылке в описании, думаю, разбирайтесь, как скачать. Если есть вопросы или хотите что-то предложить, то пишите на Discord сервак, который тоже есть в описании, либо в комменты тут. План для 10 версии есть на доске Тревого по ссылке. Там написано, что мне хотелось бы добавить, что уже добавлено. На этом все.